Всем привет! Не так давно я узнала чудесную вещь. Это то, что главным лозунгом Тони Роббинса является «развивайся или умри». И я настолько этим возмущена внутренне, потому что на самом деле да, от этого можно умереть. И я хочу сегодня порассуждать на тему саморазвития, что это такое, что оно нам дает и какие негативные последствия это несет. Потому что пару лет назад я была в этой гонке, я почувствовала все на своей шкуре, то есть все, о чем я буду сегодня говорить, это все у меня было, и я оттуда выбралась, к счастью, более-менее здоровая. Да, с некоторыми последствиями, но все-таки более-менее. И я стараюсь теперь более спокойно к этому относиться. Так вот, что это такое, с чем это едят и почему это настолько плохо, в принципе, для нашей психики, для нашего окружения, и почему хорошую вещь, то есть саморазвитие, это хорошая вещь. Да, развиваться там духовно, ментально, когнитивно. Это все прекрасно, замечательно. Физически это тоже туда входит. Это хорошо, но как только туда пришел маркетинг, все, вся польза, мне кажется, туда высыпалась, потому что появилась кучу людей, которые из серии just do it, вот просто пойди и сделай. То есть они настолько извратили все это понятие, настолько заставили людей бежать в никуда. Вот почему это бег в никуда? Потому что во-первых, первая причина, почему все вот эти негативные последствия возникают, это то, что саморазвитие не имеет какого-то четкого определения, каких-то четких граней, потому что у каждого это свое. В большинстве случаев то саморазвитие, которое такое рекламное, нам продвигает, это то, что вы просто должны куда-то постоянно двигаться, развиваться. Но, блин, куда? Куда развиваться? Развивать внимание, медитировать, ежиться, ну, в смысле, йогой заниматься. Что делать? Потому что у каждого тренера свой набор. В большинстве случаев они просто, ну, вот просто говорят, идите напролом, верьте в себя. Конечно, верить в себя нужно, но, ну, просто это не имеет ни начальной точки, ни конечной точки. То есть, ну, куда можно идти? Как можно идти? Можно как бы проанализировать свою жизнь и подумать, чего вам не хватает. Например, вы там сильно устаете, проанализировали, возможно, вам нужно больше отдыха или вот как раз-таки йогу включить или какие-то физические нагрузки. Это и есть саморазвитие. То есть вы проанализировали то, чего вам не хватает, и вы развиваетесь в этой сфере. Вам не хватает чего-то там на работе, вы развиваете какой-то навык, которого вам не хватает. Вы самостоятельно себя развиваете. Ну вот это просто иди туда, не знаю куда, затем не знаю зачем. Это занимает очень много сил, времени, зачастую денег, потому что мы там покупаем книги, курсы и так далее. То есть в большинстве случаев то саморазвитие, которое у нас популяризировано, оно не имеет под собой ничего. То есть это просто слова, которые не имеют практического применения. То есть, да, там нам говорят, работайте над своим мышлением. Конечно, да, это хорошо, когда у нас много негативных мыслей, это все приводит к выработке кортизола и все так далее. Но просто от них никогда не избавишься. То есть нельзя просто однажды проснуться и сказать, все, я буду думать только позитивно. Скорее всего, ваши негативные мысли основаны на чем-то. То есть у вас что-то произошло, у вас что-то не получается, у вас какие-то проблемы там в окружении и так далее. Они, скорее всего, ну, есть какая-то причина. Возможно, вы там уже забыли эту причину, но пока вы ее не устраните или хотя бы не проработаете ее, не проговорите с собой, там, не выпишите, не поговорите со своими близкими и скажете о том, что вам что-то не нравится и так далее, эти негативные мысли не уйдут. Нельзя просто сказать, что все, вот с этого момента я буду счастливым. Нет, нужно как-то поработать над собой. Или там я не буду мыслить негативно и так далее. Но в большинстве случаев нам говорят, что вот просто, просто нужно это сделать. И поэтому это какой-то настолько размазанный, расплытый процесс, расплывчатый такой, знаете, вот обо всем и ни о чем, что вы не понимаете, зачем, ну, как бы, вы понимаете, зачем вы туда идете. Вам кажется, что, ну, вот эти всякие тренеры, там, книги, они проецируют образ очень конкретного успешного человека, у которого все получается. Он весь такой молодец, весь такой накачанный, красивый, у него прекрасная работа, там жена, дети, все прекрасно. Но просто одними мыслями не получится. Они на самом деле, скорее всего, чтобы получить такую жизнь, они сделали очень много, они много чего вложили, они хорошо себя прокачали, очень конкретные свои навыки, ораторские, например. И да, они получают большие деньги за то, что они рассказывают, как этого всего достичь. Но по факту, говорю, практически каких-то реальных советов нам это не дает. Так что слишком много разговоров и мало практики. И это приводит зачастую к тому, что мы постоянно недовольны собой, потому что когда вы вот у вас нету четких рамок,
вы не понимаете, когда вы чего-то достигаете. И, у вас там как, четкая рамка, как конечная цель, вот этот вот самый идеал, которого вы хотите достичь. Но из-за того, что это не имеет границ, то не имеет границ, и ваш идеал, по сути, не имеет каких-то четких границ, и вы, будете постоянно собой недовольны, потому что вы никогда не будете ему соответствовать. Потому что вы не знаете, как туда идти, что нужно сделать, как этого всего достичь. Когда мало конкретики, нету дороги, нету карты, вы не можете идти, вы просто идете наобум, и, конечно, вы приходите в какое-то совершенно не то место, которое вы хотели. Плюс нам постоянно говорят о том, что нужно больше делать, вот еще больше. То есть даже если вы там измотались вообще в ноль, вы за день сделали все свои дела, вам все равно кажется, что вы недостаточно сделали, потому что вот кто-то там сказал о том, что нужно вот 15 дней в дел сделать, а вы сделали 14, и вы опять собой недовольны, вы ложитесь спать, вы плохо спите, потому что вы, как бы вот этот негатив у вас копится, вам, не дает спокойно жить, спать. Плюс развивается очень сильный перфекционизм, который очень сильно мешает жить, потому что нельзя ничего сделать идеально. Ничего не бывает идеального, но перфекционизм заставляет нас все делать идеально. То есть если вы, загадали себе планку сделать 2 минуты, то вы будете стоять 2 минуты, потому что нужно сделать идеально. А то, что вы до этого вообще ни минуты не стояли, даже секунды не стояли, это не важно. Вы убьете себя, ну, как бы, на данный момент, но сделайте эти 2 минуты. То есть, еще вот эта, категоричность, то есть если что-то и делать, то максимально, то есть максимально много, максимально хорошо, максимально идеально. Вот, ну, это, как бы перфекционизм, который провоцирует вот эти самые, саморазвивающие книги, тренеры и так далее. То есть они нам говорят, что типа не думайте о том, что как заработать 1000, думайте о том, как 10 тысяч заработать или 100 тысяч сразу. Зачем, типа, вы так мелочитесь? А то, что вы сейчас там 10 зарабатываете, это никого не волнует. Вам нужно вот, ставить максимально большие цели, максимально их стараться достигать, но зачастую, ну, как бы невозможно прям сразу это сделать. Если вы не выиграете в лотерею, конечно, вы не станете 100 тысяч зарабатывать сразу. Нужно постепенно себя раскачивать, искать какие-то методы реализации, стараться там вот как раз-таки, прокачивать те навыки, которые конкретно вам нужны, конкретно в данный момент, там, например, как маркетолог, там, продвигать свои товары, находить, чем вы хотите заниматься. Но это же все сложно. Лучше сразу сказать: просто поверьте в себя, и вы будете зарабатывать 100 тысяч. Еще один момент, о котором все забывают на пути по саморазвитию, это то, что ухудшаются ваши отношения с окружающими. То есть ваши отношения с социумом начинают как-то очень странно коситься в разные стороны. То есть вначале, когда вы только в начале пути вот этого саморазвития, обычно вы все-таки достигаете каких-то вещей, таких просветления, что у вас что-то начинает получаться, потому что, повторюсь, саморазвитие — это в целом хорошая вещь, если вы это применяете для себя, конкретных навыков и так далее. То есть в целом это хорошо. И такое общее направление там, на улучшение здоровья, состояния, ментального состояния — это тоже хорошо. Поэтому вначале вы более-менее себя хорошо чувствуете, и в какой-то момент вы начинаете чувствовать себя немножко лучше других. Потому что это провоцируется теми фразами, которые вот в книгах, у тренеров, на всяких лекциях, что да, тот человек, который саморазвивается, который что-то делает дополнительно, он немножко лучше, чем остальные. Это ухудшает положение и вообще общение с вашими близкими, потому что зачастую, ну, нет в вашем окружении таких еще, в общем, людей, которые куда-то там бегут, саморазвиваются. Скорее всего, это обычные люди, которые просто ходят на работу, которые вас любят, которые любят погулять на выходных, просто поболтать, просто посидеть, чай попить на кухне. Потому что хочется просто пообщаться, просто отдохнуть. Но вы же уже на этом пути, вам хочется не сидеть, чай пить, а что-то читать, бежать, заниматься спортом и так далее. В общем, на этом моменте как бы сложновато. Особенно отношения усложняются, если вы начинаете и пропагандировать это все дело, если вы начинаете навязывать свои личные какие-то вещи, которые вот вы достигли просвещения, если вам еще повезло, может быть, там что-то с работой у вас наладилось, и все, вы считаете, что вы теперь гуру саморазвития, вы же лучше немножко других, вы начинаете это все навязывать, а люди не любят, когда им навязывают, особенно если это не профессионально делается. И опять-таки у вас немножко ухудшается общение с людьми, потому
потому что, ну, никто не хочет рассказывать, какие они ленивые жопы, и что вообще у них такой гигантский потенциал, они вот тут сидят на кухне и просиживают всю свою жизнь. Возможно, это так, но человек должен сам до этого дойти, он сам должен решить, нужно ему сидеть здесь или нет, или ему нужно бежать на пробежечку. Следующим этапом, который идет после всего вот этого, когда вы так сильно прокачались, вы такой молодец, наступает вот это самое разочарование и усталость, когда вы понимаете, что конца нету, вы куда-то бежите непонятно куда, вы уже начинаете переутомляться, потому что вы пытаетесь сделать еще больше, потому что предыдущая нагрузка не работает уже так хорошо. Вы пытаетесь еще и еще больше, вы начинаете уставать, и вам уже просто хочется какой-то поддержки и ну, как бы, какого-то такого человеческого тепла, потому что вы устали, вы измотаны, вам уже все немножечко надоело. И в этот момент нам хочется на ручки, чтобы нас кто-то пожалел. А не всегда есть такие люди, не всегда они могут понять, чего вам нужно. И вы начинаете там, либо наоборот, возвращаетесь в обычную жизнь, что вам повезет, либо вы отдаляетесь от всех, что тоже вариант. Ну, то есть как бы вы начинаете, в принципе, в этом пути отдаляться от тех людей, родных, любимых, с которыми вы обычно общались по тем или иным причинам, потому что они немножко не такие, как вам хочется именно сейчас. Потому что, в принципе, нам на тренингах и в книгах говорят о том, что вот окружение решает все. И вы смотрите на свое окружение и понимаете, что да, наверное, все-таки это немножко не то. И вам повезет, если вы найдете каких-то таких новых, хороших людей, которые помогут вам развиваться и так далее. Это хорошо, но зачастую не всегда это можно сделать. Это может просто разрушить те отношения, которые у вас уже есть и так далее. Еще один момент, который я хочу озвучить, это то, что я уже немножко это затронула, что все вот эти саморазвивающие штуки, они заставляют нас верить во что-то очень большое, очень далекое, но что-то такое очень сияющее. То есть какой-то такой мега-успех такой гигантский, который вот-вот у вас будет. Но, ну, как бы, это как морковка с осликом, которая привязана к нему впереди. Чем дальше вы идете, тем дальше как бы этот успех у вас идет. И, в принципе, я заметила, что такие очень прокачивающие методы, которые заставляют вас в это верить, идти туда, они еще и запрещают как бы отмечать какие-то маленькие события. То есть вот вам нужно верить вот в этот идеал, что вы станете там супер красивым, худым, успешным со всеми этими делами, но вот вы будете праздновать только тогда, когда вы это достигнете. А вот сейчас на пути вам нужно пахать, вам нужно развиваться, вам нужно там читать, бегать, заниматься, медитировать и так далее. А все вот хорошее будет потом. На самом деле, во-первых, потом может не настигнуть. Во-вторых, вот этот самый идеал, он у нас зачастую придуман, надуман, и вы сами в это не верите. И на самом деле, ну, я не говорю, что вы не достигнете. Конечно, возможно, вы достигнете, но не так быстро, как нам хотелось бы, и так далее. Но если вот вы очень много работаете и вообще ничего не получаете за это настолько сильно истощает, потому что нам нужна постоянно подпитка. Для того, чтобы встать и идти, нам нужно, чтобы наш мозг правильно работал. А если вы себя не хвалите, если вы бесконечно работаете, чего-то себя лишаете, старательно там убираете белки, жиры и углеводы, потому что это неправильно, это там вредно, это еще что-то, вашему мозгу просто не вырабатываются нужные нейромедиаторы, которые нужны для его работы, и все. То есть в вашей машине нету бензина. Это как заполнить полный бак и типа ехать до самого конца вообще без подзаправки, потому что вы просто верите. Но только у вас нету карты, вам не сказали, куда вам ехать, зачем вам это ехать, просто сказали ехать вперед. И все, вот вы едете на одной вере, но бензин-то кончится, там масло кончится, все заржавеет, перестанет двигаться и так далее. И это как бы нормально. Ну, в смысле того, что нужно подзаряжаться, нужно пополнять свой бензин, нужно себя хвалить, нужно мыть свою машинку, хвалить, что она такая молодец и хорошая, что она достигла каких-то определенных населенных пунктов, что нужно отдыхать, нужно иногда в речке покупаться и так далее. То есть вот этот самый недостижимый идеал, гонка за ним, она очень сильно истощает. И это, ну, по сути, бессмысленное дело, потому что этого идеала нет. К вопросу о перфекционизме. Вы
никогда не будете прям идеальным. Да, возможно, будет какой-то момент, когда вам будет казаться, что вы идеальны. Но в большинстве случаев мы там, даже если вы пытались достичь какой-то идеальной фигуры, мы всегда что-то съедим, что-то сделаем, полежим, какую-то странную фотку сделаем, нам покажется, что мы на самом деле не такой уж идеальный. Это нормально. Мы все живые люди, и нам всем хочется иногда полениться, отдохнуть. Ну, также мы всегда можем встать и идти, на самом деле, но только если мы видим, зачем это нужно. Еще один момент, который я хочу поговорить, потому что я заметила, что последние года участились сообщения, это такая неофициальная статистика жертв саморазвития, в том плане, что очень много, к сожалению, сейчас стало людей, которые погибают от переутомления. То есть они не только погибают, но еще и страшные какие-то последствия, там инсульты, инфаркты, обезвоживание, там, ну, травмы какие-то происходят. Ну, как бы это считается неофициальная статистика, потому что зачастую они к чему-то готовились, они пытались получить какую-то должность, они что-то вот, у них была очень конкретная, очень сильная цель, или там вообще человек очень сильно правильно питался и погиб от того, что он ел, по-моему, 1 ложку льняного семени каждый день, и там накопились какие-то токсины, коробочек, которые его потом убили. То есть это реально может быть смертельная гонка. То есть когда человек настолько уверовал во что-то такое, и он не видит ничего вокруг, вот то, что я говорила, что нужно подливать бензин, нужно отдыхать и так далее, когда человек это все игнорирует, все сигналы, то есть ему кажется, что вот он будет работать 20 часов в сутки и там 4 часа спать, и это принесет ему какой-то успех, но вот где-то он там вот, я сейчас поработаю, я сейчас забью на свое здоровье, я сейчас забью на все, потому что мне же говорят о том, что золотые горы не за горами и так далее. И это, ну, приводит к очень плохим последствиям. То есть я надеюсь, что у вас ничего не будет, но как минимум очень сильное разочарование и потом впадение в очень такую глубокую яму негатива, скорее всего, будет. У меня такое было. То есть, повторюсь, я в большинстве случаев, ну, как бы сейчас говорю о своем личном опыте. То есть я настолько далеко бежала, настолько я старалась, что в какой-то момент я сидела и ревела за столом вечером, потому что я настолько устала, но настолько у меня еще не закончен мой список дел, что я не понимала, как вообще с этим быть. То есть я была не выспавшаяся, не уставшая, не евшая, и я понимала, что мне еще там кучу всего нужно сделать. Но вот в этот момент я поняла, что этот список, он бессмысленен, он мне не нужен, я не хочу этого всего. Но я понимала, что какое-то вот это чувство долга, что мне нужно сделать это, обязательно нужно это сделать. А зачем, я не понимала, и я тогда вот, когда вы на таком подъеме, потом вы понимаете, осознаете все это, вы потом очень сильно катитесь вниз, и потом примерно год у меня был вообще, что вот я даже книги перестала читать вообще, ну, потому что мне казалось, что это вселенское зло, и что только вот, ну, когда варишься в одной теме, кажется, что все вокруг только по этой теме и так далее. И вот меня это преследовало. Сейчас я это выровняла уже, конечно же. Но все равно вы в негатив очень сильный, и хорошо, если бы это был просто негатив, а не вот какие-то такие последствия. Потому что недавно тоже было сообщение о том, что девочка получила, ну, достаточно молодая, заработала инсульт, когда 3 суток готовилась к тесту по английскому, по-моему, по сдаче, ну, на сертификат. То есть такие страшные вещи, и всегда кажется, что это где-то там, далеко. Вот я сейчас не посплю, что-то поделаю, там, почитаю, очередную лекцию посмотрю, и все это, ну, пройдет. Ну, я потом отосплюсь как-нибудь, потом что-нибудь сделаю, потом я поем нормальной еды, потом я что-то сделаю. Ну, как бы, это все как-нибудь потом, а вот сейчас главное бежать. И нет, здоровье никто никогда не вернет психического здоровья, такого более-менее адекватного, когда мы справляемся самостоятельно еще со своими проблемами и так далее. Этого уже, ну, после какой-то точки, к сожалению, этого уже не вернуть, и я надеюсь, что у вас такого не будет. Поэтому, суммируя, хочу сказать, что да, я наговорила здесь очень много абстрактных вещей, но мне хотелось ими поделиться, потому что продолжают люди бежать в это никуда, непонятно зачем, потому что раньше это было какое-то больше когнитивно-духовное развитие, сейчас это больше физическо-духовное, но все равно бегут непонятно куда, платят сумасшедшие деньги, читают вот эти книги, типа просто сделай, просто соберись тряпкой, просто
просто, но это вообще не просто. Да, саморазвитие — это хорошо, это хорошее понятие. Если вы понимаете, трезво оцениваете свою жизнь, да, бывают у нас моменты, когда мы понимаем, что какая-то сфера у нас провалилась, вы можете проанализировать ситуацию, как-то трезво ее оценить и что-то сделать, улучшить и так далее. Это будет ваше индивидуальное саморазвитие. Вы сами решили, вы сами развились, вы сами пожинали, пожали плоды, в общем, хорошие и так далее. Поэтому я не знаю, какие здесь выводы, но надеюсь, я лично для себя сделала, что я немножко проще к себе отношусь, немножко заботливее, немножко ласковее. То есть я не так уже жестоко к себе отношусь, потому что, мне кажется, вот это навязывание саморазвития еще заставляет вас очень неуважительно и жестоко к себе относиться. Вот что вы, когда у вас что-то не получается, вы так себя ругаете такими нехорошими словами. А зачем? Зачем это нужно? Это ни к чему хорошему, ну вот не приведет оно. Ну, не встанете вы, не начнете делать. Вот только еще больше затянет вас это черное одеяло безысходности, плохого настроения, негатива. Нет, это ни к чему не приводит. Поэтому делайте выводы сами. Я выговорилась, мне полегчало, я поделилась своим опытом. Надеюсь, он что-нибудь кому-нибудь отозвется и, возможно, улучшит вашу жизнь. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.